Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам покажу, как я черенкую хризантему в открытом грунте. Ну, для этого вот взял ветку с хризантемы. Главное, чтобы при черенковании смотреть стебель, который вы черенкуете, был такой, ну, не мягкий, короче, более такой взрослый. И сейчас отрежу нужное мне количество, остальное уберу в сторону. И разрежу на части на нужные размеры. То есть черенкование у меня будет не вертикальное, а горизонтальное. Так, для этого, еще ножницами, когда разрезаешь стебелек или секатором, она придавливает и повреждает стебель. Поэтому я взял уже, хорошо, чтобы острым предметом. Я лезвие буду разделять. Вот таким образом. По две почки. Кстати, хризантема укореняется в любой части. То есть и голом месте, и везде, короче. Но расти будет только, паростки будет давать только где почки есть. То есть тут, если корешки есть, а почек нету, бесполезно. Просто и будут корешки, и все. Поэтому почки, присутствие почек обязательно, чтобы были паростки. Ну вот, получилось у нас 5 штук. Сейчас мы делаем углубление сантиметров где-то 3, может 2,5 глубиной, так, на 3 пальца, короче, получается. Сейчас еще одну. Нам достаточно этого, даже немножечко. Так. И размешаю череночки, или как их назвать, не знаю. Короче, посадочный материал. Вот разместили. И этих тоже. И все, и закапываем. Так, главное, чтобы отметить места, где, чтобы не потерять потом. Чуть не забылся. Чтобы легче было наблюдать. Так, и закопали. И легкая утрамбовка. Тут на улице, сейчас весна, влаги хватает. То есть поливать я не буду. Если уже сильно засуха будет, то уже можно будет подливать, это держать водный баланс. А так пока что то, что надо, природа дает. И все. Ждем всходов. Надеюсь, в скором времени будут. Прошло 2 месяца, как мы посадили, то есть я посадил хризантемы, черенки. Сажал я 5 штук, в этом году 2. И тут 3. Из них только взошли 2. Остальные по какой-то причине, не знаю, но сейчас мы попробуем выяснить, почему они не выросли. Эти уже недели, больше 2 недель уже всходы пошли. Я ждал немножечко, чтобы уверенный быть, что корни уже появились, уже достаточно нормальные корни. Сейчас мы сперва от любопытства хотя бы посмотрим, где вот этот черенок, который... Опа. И он живой, но почему-то вот даже корешок появился. Есть надежда, что позже все равно появится что-то из его, получится, короче. Посадим назад его. Что делать? А это уже то, что полноценного. Сейчас откопаем, посмотрим, проверим корешки, как они развиваются. Это можно было не выкапывать, чтобы показать, убедиться уже для достоверности сейчас. Опа. Так, хорошие, отличные корни. По 2 почки, конечно, были. Есть. Из них один только активный получился. И подсажу я его назад.
пускай дальше растет. Ну, еще лето впереди. Я надеюсь, что они еще в этом году и цвести успеют. Ну, то есть, в дальнейшем я буду снимать, наблюдать и поделюсь с вами еще. Сейчас немножко польем. На этих уже не буду трогать, но тем более убедился, что они черенки живые. Вполне возможно, что позже вылезут они. Ну, а так все вполне результативно. Больше вроде на этом видео добавить нечего. Спасибо всем за внимание. Всем удачи. До свидания.